Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой узор с листьями и вьющейся ажурной дорожкой. Он подойдет для большинства летних вещей, облегающего и полуоблегающего силуэта. Такой узор станет идеальным выбором для женщин, чья фигура претерпела возрастные изменения, так как он не имеет четких вертикальных линий, которые портят зачастую фигуру, а не помогают ей. А вот эта размытость, она подчеркивает достоинство и скрывает недостатки. Также красиво этот узор будет выглядеть в платье А-силуэта, без рукавчика или с коротким рукавом. Подойдет он для вязания кардигана как летнего, так и демисезонного. Красиво будет выглядеть в тунике. Получится с таким узором очень изящная и красивая шаль или же палантин из кидмохера или же мохера. Также интересно будет смотреться в удлиненной тунике. Вот так узор выглядит при вязании снизу вверх. Он еще имеет такой вот асимметричный волнообразный край. Этот край, если вы вяжете на манжете изделия, он не будет виден, только лишь если вязать без манжета изделия, сразу начиная узор. Но в этом его и прелесть. Если же вы предпочитаете вязать от горловины, рисунок будет выглядеть вот таким вот образом. Опять-таки, если вы не хотите, чтобы горлышко было подчеркнуто волной, эта волна в данном узоре очень легко убирается при ВТО. Вот так узор выглядит с изнаночной стороны. В исполнении он очень простой, запоминается практически с первого ряда и вяжется просто на одном дыхании. Для его исполнения подойдет любая гладкая, слегка фактурная пряжа, также пушистые виды нитей. Красиво он будет выглядеть как в хлопке, так и лен красиво ляжет в этом рисунке, хотя это немножечко специфическая пряжа. Красиво он будет выглядеть в кашемире, к примеру, если вы теплый свитер захотите сделать 1 или 2 раппорта центральной вставки. В других видах шерсти также он красиво ляжет и раскроется. В этом узоре используются самые простые приемы вязания. Это убавление петель 3 вместе с наклоном влево и вправо. По ходу видео я покажу 2 способа, как можно провязывать эту убавку. Накиды, лицевые, изнаночные петли и убавление 2 петли вместе, также влево и вправо. Раппорт данного узора составляет 21 петлю в ширину и 20 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора и петли симметрии. Поэтому я набрала 32 петли, 21 это петли узора, 9 петель симметрии и 2 кромочные. Первый ряд. Кромочную петлю я просто переснимаю. Далее идет 2 изнаночные. 1 и 2. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли на спице должны быть расположены классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот образом. Можно протяжка, если вам так удобнее. Далее идет накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются вот таким образом. Далее идет 2 изнаночные петли, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавление 3 петель
с наклоном вправо. Для этого петли должны быть развернуты первой дужкой ко мне, то есть классически находиться на спице. Если вы вяжете классикой или же по кругу, у вас петли будут расположены правильно в данном случае. Я же поменяла их расположение, чтобы петли не получались скрещенными. Я, как правило, провязываю это убавление простым способом, точно так же, как 2 вместе, просто 3 петельки подхватываю и провязываю одной лицевой. Вот таким образом. Второй способ я покажу в следующем лицевом ряду. Далее идет накид, 1 лицевая, накид. Я закончила вязать раппорт узора. Вы повторяете с 1 по 21 петлю и вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Поворотные ряды заканчиваются петлями симметрии, они провязываются точно так, как первые 9 петель раппорта узора. То есть 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные. 1, 2. Ряд заканчивается кромочной петлей. Если же вы вяжете по кругу, то, естественно, петли симметрии вам не нужны. Вы просто набираете количество петель кратное 21. Четные ряды в этом узоре провязываются все по рисунку, накиды провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, также провязываете все петли по рисунку, то есть лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. Накиды провязываете лицевыми петлями. Я думаю, здесь никаких сложностей нет, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочная петля я переснимаю, далее идет 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавление 3 петель с наклоном вправо. При этом убавлении также петли все должны быть расположены классически. Как я провязываю убавку по-иному? Первую петлю я провязываю лицевой. Возвращаю ее на левую спицу и через нее перебрасываю поочередно вторую и третью петлю. Эта петля у меня уже провязана, поэтому я ее просто переношу на правую спицу. Как вы будете выполнять это убавление, в рисунке вы разницы абсолютно не заметите. Чуть позже я вам покажу, что выглядит это в изделии одинаково. Итак, далее идет 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Продолжаю вязать петли симметрии. Это 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. И ряд заканчиваю кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, затем 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Далее убавление 3 петель. Выполняете любым способом, который вам более удобным кажется. Я буду провязывать простым, потому что мне так быстрее и удобнее. Дальше идет 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю
петлями симметрии, это ажурной дорожкой. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные и ряд заканчиваю кромочной петлей. 7 ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот смотрите, я вам покажу. Я провязывала здесь разными способами. В общем, итоге на цепочке это никак не сказывается и выглядит она одинаково. Итак, 3 лицевые вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Провязываете любым способом, я провязываю простым. Далее 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это у меня ажурная дорожка, как и в начале ряда. 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 2 изнаночные и ряд заканчиваю кромочной петлей. 9 ряд. Сейчас я вам хочу рассказать, как не запутаться в петлях вот этой волнообразной ажурной дорожки. Как вы заметили, она формируется через лицевой ряд. 1 лицевой ряд, она провязывается 2 вместе накид или же наоборот. 2 лицевой ряд просто лицевыми петлями. И вот хочу обратить ваше внимание, что запутаться в ней практически невозможно, если вы увидите, здесь идет 1 ведущая петля в вязании, вот она ведущая петля. То есть если присмотреться, мы видим, что вот есть петля над накидом, а есть петля, цепочка которой образуется все время вот такой волной. Это и есть ведущая петля. Накид всегда около ведущей петли, а не около 2 петельки, которая идет над накидом. Давайте теперь во время вязания еще раз вам все это покажу. Итак, 9 ряд. Начинается он с кромочной, которую я просто переснимаю. Далее 2 изнаночные петли. И вот так ближе лучше, возможно, видно. Видите, вот 1 петелька над накидом, а 1 вьется, такая дорожкой такой вьется. Значит, вот это и есть ведущая петля. Значит, в этом ряду мне нужно делать убавление 2 этих петель вправо. Ведущая петля – это та петля, которую мы первую подхватываем спицей. Вот здесь я 2 петлю подхватываю, то есть вот эту ведущую. Итак, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и около нее всегда накид, не около другой петельки. Далее идет изнаночная петля. Здесь ведущая петля, вот она у меня первая, потому что это над накидом, это не ведущая петля, вот ведущая. Накид всегда около ведущей петли, то есть я делаю накид и потом провязываю их 2 вместе. Видите, ведущую петлю я подхватываю спицей первую всегда и провязываю 2 вместе с наклоном влево. И дорожка пошла влево. Следующее убавление, дорожка пойдет вправо, соответственно. Итак, продолжаем вязать 2 изнаночные. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Давайте я протяжкой провяжу еще раз. Провязываю первую петлю, возвращаю ее на правую спицу и через нее перебрасываю поочередно следующие 2 петли. Петля эта уже провязана, поэтому я просто ее переношу на правую спицу. Все, протяжка провязана. Далее идет 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4.
накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные петли. Кромочная завершает вязание ряда. 11 ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные. В этом ряду ажурную дорожку я не формирую, провязываю просто 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. И начинаю формировать листик в другую сторону. Накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я первый раз провяжу простым убавлением, в следующем ряду покажу, как это делать с протяжкой. При убавлении влево любым способом петли должны быть открыты, то есть вторая дужка петли смотреть на меня. Я поддеваю все 3 петли вместе и провязываю их 1 лицевой. Далее 8 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 2 изнаночные и кромочная петля. 13 ряд. Кромочная, 2 изнаночные. Вот смотрите, здесь я сразу смотрю, какая у меня петля ведущая. Вот эта петля ведущая. Значит, я перед ней делаю накид и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идет изнаночная петля. Смотрю, вот у меня ведущая петля. Значит, здесь идет убавление 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид около ведущей петли. Все. Дальше 2 изнаночные петли и основной узор. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Протяжкой это выполняется следующим образом. Петли также должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. Первые 2 петли я переношу на правую спицу, а третью петлю провязываю лицевой. И вот таким образом я через нее перебрасываю первые 2 петли, также поочередно. Сначала вторую, потом первую, чтобы они ровненько вот здесь сложились. Все, эта петля у меня провязана. Далее 6 лицевых, 2, 3, 4, 5 и 6. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли. И ряд заканчиваю кромочной. 15 ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вы вяжете любым удобным для вас способом, мне простым удобнее. Далее 4 лицевые петли, 3 и 4. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 2 изнаночные, 2 лицевые,
1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная петля. 17 ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, это 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и кромочная завершает ряд. 19 последний лицевой ряд этого узора. Кромочная петля, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная петля. И вот так вот выглядит один раппорт данного узора. Думаю, вы увидели, насколько просто все это в исполнении. И обязательно что-нибудь себе свяжете. Быстро, потому что летом времени всем не хватает. Всем легких петелек и до встречи на канале!